Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я хотела бы сделать вам небольшой обзор томатов, которые выращиваю в этом году в теплице. И уже они как бы созрели, большинство, по крайней мере, из них. И я хотела бы вам показать, как они выглядят, насколько они урожайны. Ну и давайте просто сделаем такую небольшую экскурсию, чтобы понимать, чем отличается один сорт или гибрид от другого, как они себя ведут, как быстро созревают, насколько они урожайные, ну и как они реагируют на, скажем так, благоприятные и неблагоприятные условия выращивания. Я надеюсь, что это вам будет интересно. Давайте вместе это все посмотрим. Все томаты у меня пронумерованы. В этом году я посадила в теплице 13 видов. И вот сейчас хочу вам их показать. Только что поливали теплицу, поэтому, конечно, немножко будет влажно, но я думаю, что это не страшно. Это вот томат, который под 4 номером. У меня есть список, в котором я просто записала все названия и буду сейчас прямо по ходу вам комментировать. Под 4 номером у меня томат Несси. Вот так выглядит кисточка. Томат довольно высокий. Сейчас он примерно уже около 2 метров. И завязано уже 6 кистей. Сейчас я вам покажу. Это первая кисточка. Вот вторая. Сейчас разверну. Покажу, как она выглядит. На каждой кисточке 6 томатиков. Здесь 6. Здесь... Так, тоже. Здесь даже 8, видите? Следующая кисточка. Она еще пока зелененькая. Тоже 8. Следующая кисточка. Тут тоже практически. Вот. Тут 7. 2, 4, 6. Нет, все-таки 8. И есть вот еще одна маленькая кисточка уже на самой верхушечке. Она только-только набирает. Еще совсем маленькая. Тут пока 7. Может, еще один завяжется. Томат довольно мощный, но не очень облиственный. Вес этого томатика, конечно, небольшой. Я брала для того эти семена, чтобы просто расширить свою линейку желтых томатов. Он упал. Сейчас мы его взвесим и узнаем, какой же вес этого томатика. Тут у меня под рукой есть весы. Это томатики небольшие. Вот его вес 30 граммов всего-навсего. Но сладкие, вкусные. Такой вот сладенький томат. Так, смотрим этот. Это томат называется Бенигара. Очень красивый. Очень много плодов. Прям таки много. Я тут уже некоторые срывала. Мы уже пробовали, дегустировали. О, опять оторвался. 10, 12. В общем, где-то 15-16 штук на каждой кисти. Уже он сформировал 3, 4. 6-ю кисточку формирует. Тяжелые такие кисти. Сейчас покажу. Вот видите, как выглядит кисть. Такие. Здесь вот только-только начинает завязывать. Сейчас проверим вес томата. Вот посмотрите, еще там внизу видно, какая кисточка. Вот такие вот большие красивые томаты. Сейчас я возьму такой уже созревший, среднего как бы размера. Вот он. И попробуем взвесить, сколько он весит.
65 граммов. 65 граммов скатывается, к сожалению. Очень красивый томат этот Бенигара. Такой ярко-оранжевый цвет. Вот еще одна кисточка созревает. Я посадила каждого по 5 экземпляров, просто чтобы проверить их урожайность и как они себя ведут. Так, здесь у нас томат под номером 5. Смотрите, какой это низкорослый томат. Вот сколько там. На кисточке 5 томатов на одной. На следующей, которая вяжется. Вот видите, вот все прям залеплено, я бы сказала, томатами. Большой, красивый. Вот такие вот они, эти томаты. Все залеплено. Так, под номером 5. Сейчас скажу, как он называется. Это у нас Pink Sweetness. Розовый, низкорослый, детерминантный. Вот такие вот кисточки. Ну, сейчас попробуем тоже взвесить. Вот такой вот томатик равномерно окрашенный. Такой прямо глянцевый весь. Сейчас взвесим, сколько он у нас тут потянет. — 115 граммов. Один томат. Так, ну и посмотрим, какой он внутри. Вот, посмотрите, какой красивый. Такой прям весь сочный и одновременно мясистый. Красивый томат. Такой вот. Следующий у нас Big Orange. Тут мы уже немножко поели. Это желтенький. На кисточке... Ой, упал. На кисточке 6 томатов. Томат очень вкусный, сладкий. Тоже уже начал созревать. Уже мы его попробовали. Сейчас покажу вам поближе кисточку пониже. Вот такая вот кисточка. Плохо видно, но не буду тянуть, потому что обломаю. 4 помидорчика, даже не 4, 6 помидоров, 6 там, 6. Ну вот здесь видно на кисточке, которая выше, тоже 6. 3, 4, 5 кистей он уже завязал. Тут уже мы поели немножко. Вот видите, уже 2 отсутствуют. Следующий томат. Вот такой вот, видите, какой красавец. На кисти 5. Здесь тоже мы уже съели. Тут было 4. Так, посмотрим, какой это номер. Это 6. Сейчас я посмотрю в списке. Ага. Это все тот же Pink Crystal, о котором я только что говорила. Видите, тут он созревает. Красивый большой томат. Огромный просто, как для розового, очень красивый томат. Кисти большие, красивые. На кисти по 5 штук. Кисти вяжутся равномерно по всему стеблю. Вот одна, вот вторая. Здесь вот 3. Немножко не довязал, видно, было жарко. Вяжет 4 кисть. 4 вяжет. Здесь мы уже тоже немножко поели. Сейчас один сниму, покажу вам, какой он красивый. Вот такой вот томатик. Еще немножко жестковат. Вот он такой. Попробуем.
сочный, вкусный томат. Тут у меня уже остатки сары. Мы за него взялись прям серьезно. Он как-то раньше всех созрел. И мы начали его кушать. Очень большой мясистый томат по типу воловьего сердца. Огромный, очень сладкий. Вообще хочу сказать, что все французские томаты довольно сладкие. Кислоты в них практически нет. Большие томаты. Надо кормить, надо поливать. Вяжут они по 3-4 плода на каждой кисточке. Созревает очень быстро. Оказалось, что он даже раньше созревает, чем солероса, который я брала специально для того, чтобы получить самый ранний томат. Вот такие вот крупные красивые томаты. Это Сара. Компании Close, французская. Ну, тут как раз приготовили себе на обед. И вот я нашла Сару. Томат, который не показала, какой он в разрезе. И сейчас покажу. Взвешу сначала и покажу в разрезе. Выключились весы. Так, взвешиваем 280 граммов. Я думаю, видно. Теперь посмотрим, каков он внутри. Тяжелый красивый томат получился самым ранним среди других. Ну и посмотрите, какой он внутри. Очень напоминает воловье сердце или бычье сердце, кому как больше нравится. Мясистый, очень сладкий томат, быстро созревающий. Здесь практически все чистенько. Немножко калия не хватает. Ну, за счет того, что томат очень большой, быстро накачивает, надо подкормить немножко калия. Вот полосочки желтенькие. Ну, это мы исправим. Посмотрите, какой. Просто красавец. Так, теперь смотрим здесь. Здесь у меня розовая сливочка. Вот, посмотрите, какой красивый. Розовый. Здесь вот мы уже ели. Есть еще одна не оборванная. Ну, там видно, что на кисти 5-6 томатов. На этой даже 8 завязалось. Тоже очень урожайный томат. Вот здесь вот можно посмотреть. Смотрите, какой такой вот красивый томатик. Сейчас возьму нож, взвесим и попробуем. Ну что, давайте посмотрим, как он выглядит внутри. Сначала я взвешу. Принесла нож, принесла доску. Но сначала воспользуемся весами. В итоге мы получили 140 граммов. Такая большая розовая сливка. Красивая, плотная. Сейчас посмотрим, что там внутри. Все надо делать одной рукой. Поэтому, может быть, немножко и не совсем удобно. Такая вот сливочка. Срез красивый. Мощная такая клетчатка. Но пока кисловатый. Еще немножко не созрел.
Еще одну кисть вам покажу. Та, которая не мокрая, не очень мокрая, которую можно немножечко поснимать. Вот такие вот, видите? 6 томатиков висит на каждой кисточке. Здесь у нас под 10 номером новый томат. Круглый, розовый. Тут мы уже сняли. 2 сняли. 2 или 1. Не столь важно. На этой кисти 3. На этой 4. 5-я вяжется. На этой кисти тоже 3. Томат под 10 номером. Французский томат Молдо. Выращивала я его и в прошлом году. Такой вот он среднего размера. Он хорошо созревает, хорошо хранится. Мясистый, красивый томат. Достаточно урожайный и ранний. Мне нравится. В прошлом году я его выращивала и в этом посадила, чтобы еще раз его проверить. Вес одного такого томата примерно 150 граммов. Пока снимать не буду. Немножко он еще не досозрел, я бы сказала. Поэтому пусть пока повисит. Тут у меня несколько кустов. Вот он тоже. Вот, посмотрите, какой красивый. Просто весь обзанавешен. Огромные, огромные. Красивые такие плоды. Просто красивейшие. Здесь у меня следующий желтый. Посмотрите, какой он большой. Вот какие томаты. Тоже только начал созревать. Я очень люблю желтые томаты, поэтому посадила по максимуму. Все, что нашла из хороших сортов, решила посадить. Сейчас покажу поближе. Вот такой он, видите? Тоже такой плотный, мощный помидорчик. Сейчас взвесим, разрежем. Посмотрим, как он выглядит внутри. 220 граммов. Красивый большой томат. Разрежем. Вот такой. Практически нету семян, видите? Нету семенных пазух. Нет. Одна мякоть. Вот такой вот он. Это томат Ямамото. Вот такой вот он большой, красивый томат. Японский. Под 2 номером он у меня записан. Красивый. Просто огромный. Красавчик. Очень сладкий. Здесь томат пеканет. У него особая форма. Вот он немножечко так вытянут. С таким, видите, вот кончиком таким заостренным. Вот работает уже слизни. Влажная теплица. И они уже начали размножаться. Надо уже обрабатывать от слизней. На каждой кисточке, посмотрите, сколько. 4, 6, 8. Один недоразвитый. Ну, в общем, 7 плодов. Он пока еще созревает, поэтому, к сожалению, я вам не продемонстрирую, насколько он хорош внутри.
Хотя вот здесь вот есть один небольшой, уже созревший. Сейчас посмотрим. Ну, вес поэтому не определишь. Там томаты другие намного больше. Но посмотреть, какой он на вид, сейчас мы посмотрим. Вот такой вот он. Этот томатик пиканет. Красный томат. Сейчас попробуем. Еще кисловат. Ну, не очень кислый. Ну, идем. Теперь уже посмотрим последний в моем списке. Это томат ралли. Вот из всех томатов, которые я посадила в этом году в теплице, он самый урожайный. На каждой кисточке 3, 6, по 9 штук. 9 штук. Огромные такие плоды, огромные. Но он еще только начинает созревать. В прошлом году я его видела на базаре. У нас продавала одна женщина на рынке. Вот кисточка одна не довязалась. И она сказала, что они дегустировали много, и этот самый сладкий. Действительно, он очень сладкий томат. Но пока он еще только созревает. Вот здесь вот есть маленький. Такой вот он. Сейчас разрежем, посмотрим. Тут у меня уже насобиралось всего. Так, ну посмотрим. Вот такой он, видите, прям много этой соединительной ткани внутри. Ну, может быть, это такой мне попался. Но томат очень сладкий, очень вкусный. Так, тут у меня инспекция пришла. Проверяют, что же тут делается. И хочу вам еще показать новый томат. Он называется Мануса. Рекомендовали мне его местные продавцы и сказали, что берут рыночники для того, чтобы продавать на базаре, как ранее, томаты. Ну вот посмотрите, как он выглядит. Я пока не вижу в нем таких как бы сортовых особенностей. Он еще достаточно зеленый. Ну, кисти большие, на каждой кисти 4 томатика. Еще они не зрелые. Уже завязалась 1, 2, 3, 4, 5-я кисточка вяжется. Вот как он выглядит. Большой такой мясистый томат. Красивый. Немножко не созрел еще. Сейчас мы попробуем его. Очень похож на Молдову. Но Молдова больше. Больше по размеру, чем Мануса. Вот сейчас покажу. Это Молдова. А вот это вот Мануса. Смотрите, как они отличаются. Мануса меньше, Молдова больше. Ну, где-то граммов, наверное, на 20. Сейчас взвесим. Так, взвешиваем Манусу. Что-то с моими весами. граммов. Молдова 75. Ну вот примерно на четверть выше, больше. И тот очень урожайный, красивый. Томатов много, кисти большие. Большие, красивые кисти.
Посмотрите, сколько висит. Ну и здесь у меня солероса. Такие вот они меленькие, ну такие хорошие, сладенькие. Мы едим каждый день. Даже без салата, просто так вот. Как гарнир, абсолютно ничем не приправленный. Вот смотрите, какие красавчики. Очень много на кусте. Очень много. Практически все здоровые. Ну, один тут куст у меня приболел. Видно, от сквознячка обработали мы его серой. Созревает. А тут вот уже кисти практически созревшие. Видите? Такие томаты небольшие, но... Вот, посмотрите. Вот такие вот. Сладенькие, сладенькие. Ну вот таким получилось сегодняшнее видео. Не все, к сожалению, я разрезала, не все показала. Может быть, потом в процессе уже сбора урожая я несколько вам еще продемонстрирую, тех, которые вы не увидели. Ну, потому что они еще немножко или зеленоваты, или слишком мокро там в кусте. Я не смогла туда добраться. Вы уж извините. Ну, а на сегодня у меня все. Надеюсь, что что-то вы для себя возьмете из этого видео полезное, что-то интересное вам, может быть, покажется. К сожалению, очень жарко, поэтому я вынуждена прекратить свое видео. Спасибо, что посмотрели, спасибо, что подписались. Заходите, на канале много интересных историй, которые будут, надеюсь, вам полезны. Всего доброго, скоро увидимся. Пока-пока.